Привет! Сегодня я поделюсь с вами несколькими домашними рецептами омолаживающего ухода за кожей лица. Вы сможете в домашних условиях легко и просто приготовить эти маски. Они очень просты в приготовлении из доступных продуктов. И для одной такой маски мне понадобится капуста. Не переживайте, не такое большое количество. Сейчас я отрежу отсюда немножко, нам понадобится 2-3 столовые ложки натертой капусты. Я отрезала небольшое количество, которое мне нужно для маски. И теперь капусту мне нужно перебить или в блендере, или же натереть на терке. Тут уже делайте, как вам будет удобно. Я капусту натерла на терочке, видите, такое небольшое количество, здесь 3 столовые ложки. Капуста очень богата полезными питательными веществами для нашей кожи, особенно если кожа увядающая. Она очень хорошо борется со старением. Также капуста богата антиоксидантами, витаминами, такие как С, К и А, и минералами. И это очень хорошо сказывается на нашей коже. Капусту мне надо разделить на 2 части. Сейчас надо мне отжать из нее сок. Разделила капусту на 2 части. И вот здесь у меня капустный сок. Из него я буду делать туник. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Пишите, конечно же, свои комментарии и ставьте лайки. Всем огромное спасибо. И вот в эту часть капусты я добавляю 1 белок. Хорошо, давайте сразу перемешаем. Капуста поможет нам разгладить лицо, она уменьшает появление морщин, также повышает эластичность кожи, отлично освежает и улучшает цвет лица. Белок с капустой нужно хорошо смешать. Хорошо перемешиваем капусту с белком. Белок будет давать отличный лифтинг-эффект в маске, очень хорошо подтягивает кожу. И сюда же я добавляю чайную ложечку любого растительного масла. Опять все хорошо перемешиваем. Масло очень хорошо увлажнит нашу кожу. И сюда же я добавляю столовую ложечку рисовой муки. Опять хорошо все перемешиваем. Если у вас нет рисовой муки, вы можете добавить овсяную муку. Если нет и той, и другой, вы можете ее приготовить сами. Обычный круглый белый рис пробить в кофемолке хорошо, и у вас получится рисовая мука. Также поступите и с овсянкой. Возьмите овсянку, пробейте в кофемолке, и у вас получится овсяная мука. И овсяная и рисовая мука нам, конечно же, нужны для приготовления разных масок. Теперь сюда я добавляю витамин А и вит. Если у вас нет именно такого витамина, но у вас есть отдельно витамин или Е, или А, вы можете добавить сюда несколько капель. Эти витамины дают еще большее сияние нашей кожи. Обязательно хорошо все перемешивайте, чтобы продукты между собой хорошо смешались. И все, маска готова, и ее уже можно наносить на лицо. Естественно, что наносим на чистую подготовленную кожу лица. Масочку наносим на 15-20 минут. Перед тем, как наносить маску, обязательно сделайте тест на чувствительность. Возможно, у кого-то из вас есть аллергия на какие-то из этих продуктов, поэтому сделайте тест. Делаем ее 2-3 раза в неделю. Курс масок 15-20 процедур. Девочки, лицо как после дорогого салона красоты. Свежее, ухоженное, подтянутое, никакой ботокс не нужен. А если вы сделаете полностью весь курс масок, вы увидите, как ваша кожа станет намного лучше. Она будет бархатистой, гладкой и сияющей. Также маска очень хорошо осветляет темные пятна,
разглаживает морщинки и тонкие линии. Девочки, напишите, кто уже делал маски из капусты. И еще мне очень интересно возраст моих подписчиков. Пишите в комментариях, сколько вам лет и какие масочки вы больше всего любите, что вам больше всего нравится. Буду ждать ваши ответы в комментариях. Конечно же, эту маску мы наносим не только на лицо. Также наносим на шею, зону декольте. И если масочка у вас останется, можете нанести на руки. Когда пройдет 15-20 минут, смывайте ее теплой водой, а затем прохладной. И нанесите увлажняющий крем, чтобы сохранить кожу увлажненной. Из сока капусты я делаю тоник для лица. Здесь у меня сока капусты 2 столовые ложки. И добавляю к ним чайную ложечку лимонного сока. Этот тоник очень хорошо освежает лицо. И им лицо я протираю утром и вечером. Также он очень хорошо осветляет пигментные пятна. После такого тоника лицо очень свежее, сияющее и красивое. Также протирайте этим тоником и руки утром и вечером. Тем более, если на руках с возрастом появляются коричневые пятна. Очень хорошо этот тоник омолаживает и осветляет. На этом у меня все, друзья. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока. До встречи.